Кету в Накшатре Джиештха и прошлая жизнь. 18-я Накшатра Джиештха расположена в знаке Скорпион, планетарный владыка Меркурий, главенствующее божество Индра, царь богов, символы Накшатры, круглый оберег, серьга, зонт. Главная звезда Антарес, известная как сердце Скорпиона, является одной из ярчайших звезд и своим красным цветом напоминает планету Марс. Зодиакальный знак Скорпион обеспечивает энергией и инициативой, а также представляет жестокую, свирепую и холодную сторону Накшатры. Планетарный владыка Меркурий является здесь вроде хамелеона для человека, ценности которого будут зависеть от окружения. Главенствующее божество Индра, царь богов, герой среди богов. Его скакуном является слон Айрават, который имеет 5 хоботов. Его оружие – мощная молния, ваджра. Он наслаждается всеми предметами роскоши, пьет сому и играет в азартные игры. Единственный страх Индры – потерять свой трон. Символы Накшатры – круглый оберег. Это божественная защита и символ авторитарной позиции. Серьга – оккультный символ. Его носили мудрецы, так как являлись мастерами кундалини, и богоподобные цари, которым удалось обуздать низшую природу и получить оккультную силу. Зонт показывает защиту и знак королевской власти. Члены королевской семьи имеют кого-то, кто следует за ними с зонтиком для защиты от резкого солнечного света. Зонт защищает от вселенских сил, дождя, солнца и ветра. Животным Накшатры является самец оленя. У оленей также есть рога, которые они используют для защиты и борьбы. Олень, сбросив свои рога, может отрасти их заново, что отражает сброс старых кармических уроков и воссоздание новых. Олень также является одним из самых смертоносных животных в автомобильных авариях. Джиешка означает «старшая сестра», «средний палец» и священная река Ганга. Ганга способна смыть всю негативную карму. Средний палец является перстом судьбы, а старшая сестра сравнима с матерями. В прошлой жизни у человека был проницательный и испытывающий взгляд, хорошие пропорции тела, довольно раннее созревание как физическое, так и психическое. Она была влиятельной и приобрела большую известность в обществе, любила шумные вечеринки, находиться в объединенном состоянии и в сексуальных похождениях, была неуправляемой, демонстрируя бурное поведение и много сексуальных контактов, имела проблемы с ревностью и предательством, могла быть холодной, но страстной и агрессивной при занятии любовью, ей нравилось доминировать. В семье вела себя за старшую, она была из тех людей, которые всем заправляют, ей нравилось было быть желанной и уважаемой. Собственнически относилась к своему супругу, она защищала близких и дорогих ей людей и заботилась о том, чтобы они хорошо были устроены, даже могла пожертвовать собой, чтобы это обеспечить. Получала удовольствие от конфронтаций и споров, врагов она уничтожала. А что не давали ей, то забирала силой или просто воровала, была бунтарем с большой потребностью в преодолении любых границ и ограничений, временами даже становилась жестокой, нравилась грубость, и ей не хватало сострадания, использовала ложь, обман и манипуляции, была злопамятна и мстительна. Ослепленная золотом, жертвуя моральным кодексом и этикой, из-за гордости и высокомерия потерпела падение, получив проклятие от более влиятельной особы, и ей пришлось проходить через покаяние и раскаяние, самоанализ и аскезы, чтобы выйти из тех грехов, которые она совершила. Любила путешествовать на большие расстояния, если знала, что у нее будет сексуальный контакт. Она углублялась в оккультизм, тантру и скрытые тайны неизведанного, была связана с крия-йогой, попадала в автомобильные аварии, имела большой аппетит и увлекалась невегетарианскими и экзотическими продуктами, любила есть оленину и дичь, ее манил африканский континент и блюз. Могла украшать шею татуировками или специальными ожерельями. Пыталась найти баланс между материализмом удовольствий и духовностью.
В Джиештхе заложены энергии ужаса, и они являются держателями знаний о психологическом искусстве войны, способность психологически провоцировать, чтобы оппонент испытывал чувство потрясения своего фундамента, поколебался в его стабильности и в системе убеждений. Победа достается или хитростью, или насилием, или игре на силе страха. Скрытые энергии ужаса и власти – это та манипуляция тайными силами, где пересекается граница между миром людей и духов. Вовлеченность в ритуальную магию, обуздание страсти происходит через тантру и черную магию. Видят вещи и сны. В Джиештхе заложено желание власти, чтобы их признали, оказывали уважение, так как они хотят стать героями и легендой. Джиештха дает дар господства и знания оккультных тайн в обход морали. Шукрачарья, гуру асуров и наставник дайтиев, владеющий знанием о воскрешении мертвых, родился в Джиештхе. В Накшатре заложены принципы Алакшми. Достижение статуса приводит к нарушению личной жизни, где отсутствует душевный покой в доме. Общественная жизнь становится домашней. Возможны отношения с мафией и тайным правительством. Человек склонен жить на острие эмоций и берет бремя старшего на всю свою жизнь. Джиештха связана с 8-м домом трансформации. В Тара Джиештха отражает смысл числа 18 в карте Луна, где в ночи 2 собаки около ворот таинственного запредельного мира воют на полную луну в момент, когда раки пытаются выползти из пруда, и происходит скрытая работа подсознания в конфронтации с реальностью. Марс и Сатурн в Джиештхе провоцируют кровавые события. Лечебные средства. Всегда в восточном направлении должен находиться черный зонт в доме. Никогда не иметь при себе сломанный зонт. Наличие в доме латунной статуи слона или оленя – еще одна активация победы для таких людей. От сглаза лимон или зеленый чили. Лимон необходимо разрезать на 2 половинки, покрутить 8 раз над головой и выбросить одну половинку на восток, а другую на запад. Это поможет выходу темной энергии. Профессии. Военные и полицейские, политики и мафиози, бюрократы и руководители, черные маги и охотники за духами. 4 пады Джиештхи. Стрелец. В этой жизни необходимо развить мудрость и зрелость. Научиться контролировать свое эмоциональное поведение и положительную энергию. Тогда человек получит поддержку и хорошее руководство в жизни. Козерог. Может быть заметно чувство эмоциональной боли. Любая травма будет глубоко ранить душу. Все это делает человека слишком эмоциональным и негативно мыслящим. Необходимо научиться усердно работать, а не полагаться на быстрый результат и контролировать чрезмерно эмоциональное поведение. Водолей. Помогая людям, занимаясь социальной работой, это поможет избавиться от кармы в этой жизни. Человека могут не волновать деньги, но он будет стремиться получить славу и уважение. Рыбы. Человек, используя свой интеллект, психические силы и интуитивные навыки, может достичь желаемых результатов и углубиться в духовность.